Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименко. В этом видео я предлагаю продолжить серию видео про засыпанные города мира. Про потоп, который засыпал, или все-таки культурный слой. Это уже будет решать вам. Потому что вот на побережье после очередного шторма был смыт так называемый культурный слой. И из-под земли показались гигантские колонны какого-то гигантского храма. Так это в Калифорнии. То есть, кто его строил, когда его бросали многометровым слоем культурного слоя или бескультурного. Вопрос открыт. Но такая же ведь картина по всему миру. Вот я предлагаю еще раз собрать эту информацию, чтобы понять, так все-таки культурный слой, бескультурный, или все-таки это был потоп, глобальная катастрофа, которая привела к тому, что многие здания на Земле оказались засыпанными. Ну, а прежде чем приступить к рассмотрению основного материала, прошу обратить внимание, что на главной странице справа есть мои различные социальные сети. А это и Telegram, и TikTok, и Яндекс.Дзен, и мой сайт. Переходите, подписывайтесь, потому что вы знаете, что в разных социальных сетях есть разные возможности. В Телеграме, например, отсутствует цензура. В ТикТоке можно кратко распространять информацию, там намного больше возможностей ее распространять. Если хоть где-то будет канал удален, то вы сможете остаться на связи и не потерять канал. Потому что в наше время каналы частенько удаляют. Но так ведь так строили, и все-таки это был потоп, катастрофа, которая все занесла. Посмотрите, вот слева музей Врубеля в Омске до реставрации, справа после реставрации. Сейчас все культурно, но под ним как минимум есть еще один этаж. Причем и с дверями, и с окнами. Неужели так строили? Может, и строили. Но почему нам об этом ничего не известно? Почему же мы тогда сегодня так не строим? Чтобы 1-2 этажа размещать под землей. Ну, чисто для того, чтобы изучать жизнь кротов. Но строили еще глубже. Потому что подземный храм был найден в Москве. Определили, что он 1519 года постройки. Ни туристов, ни москвичей туда пока не пускают. Обещают открыть, когда закончат работы над освобождением церкви от этого культурного слоя. То есть, строили даже не 1-2 этажа, а целые храмы под землей. Это где-нибудь в Москве. Но случай этот не единичный, потому что, опять же, когда прокладывали вот как раз метро в Москве в 1985 году, когда строили станцию метро Боровицкая, был найден домик из красного кирпича под землей. То есть, древние стены были неплохо сохранились, располагались примерно на 6-метровой глубине. Внутри здания уцелела мебель, предметы быта. Археологи изучили находку, пришли к выводу, что зданию примерно 5 веков. Как оно оказалось на глубине 6 метров, ну, наверное, так строили. Или были бескультурные люди и за все засыпали, как нам говорят. Но зачем это надо знать? Потому что вот человек не знал, что у старых зданий есть многометровый культурный слой. И решил поставить машину. И чуть не провалился в этот культурный слой еще в 2014 году в Москве. То есть, перед вами фото провала, который открыл, что под первым этажом есть еще нулевой этаж. И, скорее всего, еще и -1 этаж. Думали, что это подвал, но окна говорят о том, что когда-то это было все-таки первым этажом или вторым. Поэтому нужно знать, прежде чем ставить машины перед древними сооружениями. Вот еще один пример. В 2015 году жители Казани заметили, что из-под земли торчит какая-то треугольная крыша. Решили посмотреть, оказалось, что это дом, полностью занесенный грунтом. Ну, сказали, может, так строили. Ну, может, так и строили. Но там видно, что вот эти оконные проемы и входные двери, они заложены кирпичом. То есть, уже после провала это все сделали. И, опять же, вот поселок Янтарный, Калининградской области, казалось бы, что там может быть такого чудесного. И решили ребята откопать дом, чтобы посмотреть, на какую глубину уходит фундамент. Ну, откопали 5 метров, до фундамента не докопались. Ну, вот такая вот культурный слой 5-метровый, вроде бы в обычном поселке. Еще хуже, когда в 2020 году в Нарьян-Маре из мерзлоты оттаял древний корабль длиной 10 метров. То есть, это не современная лодка, потому что там кованые гвозди. Казалось бы, ну, что тут такого? А есть очень большая проблема. Нарьян-Мар находится в зоне тундры. То есть, сверху этой лодки вроде бы вечная мерзлота. Но вечной мерзлоте нам говорят много десятков тысяч лет. А железному веку не так уж и много сотен лет. То есть, либо корабль современный, и катастрофа была лет 500 назад, либо нужно переносить, когда же все-таки начался железный век, когда человечество начало использовать железо.
ни то, ни другое наука пока делать не хочет, а вот такие вот находки полностью портят так называемую научную хронологию. То есть, либо это недавние катастрофы, вечная мерзлота не такая уж вечная, ну, и же, либо человечество использовало железо много тысяч лет назад, десятков даже тысяч лет. Были ли потопы? Вот фото с Ближнего Востока. Вот сидят ребята, которые, наверное, набросали этот культурный слой. Видно, что уцелели только большие храмы с толстыми стенами, и то они сильно повреждены. Все остальное просто перемолото в пыль. И огромной кучей этой грязи, битой глины, остатков каких-то жилищ. Это фотография 1890 года, ну, на минуточку. То есть, либо это недавнее происшествие, то, что говорят, потоп 19 века, либо это все-таки давние последствия, которые никто не убирал. Потому что только вот при советской власти начали раскопки. Вот Узбекистан, синенькая стрелочка я выделил как раз уровень современного грунта, красный то, что они раскопали. То есть, они раскопали вход в мечеть. Было это в 1938 году. То есть, подобных вот сооружений, что там еще под землей на глубине 2 этажей, никто не знает. Ну, может, это только у нас. Ну, вот, пожалуйста, польский художник, который жил в 18 веке, 18-19 век, по поручению короля совершил командировку, собирая исторические данные, зарисовывая картины дворцов, городов. Но что он рисует? Руины, как вот все разбито, куча каких-то глины, песка, растут какие-то деревья на вот этих руинах. А какая это была катастрофа? Почему мы про нее ничего не знаем? И когда она произошла? Ну, может, это только так Польше повезло. Вот, пожалуйста, Париж. Опять же, красная стрелочка показывает уровень грунта, синенькая то, что они там откапывают. То есть, уровень примерно метров 10. И вот когда спрашивают, а где же там старые города? Так они у нас под ногами, только на глубине метров 10. То есть, они занесены, мы просто живем, как говорится, сверху. То же самое касается и Рима. Гравюра 16 века. Все занесено глиной, песком, все разрушено. Деревья на этих руинах растут. Ну, тихий ужас. Говорят, это они сами выдумали. Но они почему-то это выдумали по всему миру. И по всему миру мы видим, как разрушена античная архитектура, кстати. Потому что, если вот почитать, что же дают раскопки. Всемирная иллюстрация, 1875 год. В раскопках в Риме, в комнате древнего, зарытого на 15 метров под землю римского дома. Некультурные люди, однозначно, 15 метров. Найдены разбросанные по полу больше 2000 римских монет 4-5 столетия. То есть, вполне вероятно, что катастрофа была не то, что одна, их было несколько. И происходят они не из-за природных факторов, а из-за человеческих. Это тоже нужно знать. Природа здесь ни при чем. На нее кто-то влияет, и происходит катастрофа. И поэтому, когда мы смотрим Рим, то он тоже занесен как минимум на 2 этажа. То есть, под землей еще 2 этажа культурного слоя, так называемого. Нужно убрать, и все мы увидим. Когда убирают этот так называемый культурный, я его называю бескультурный слой, то тогда мы видим, что там еще очень много чего интересного под землей. Вот еще одна фотография, 1894 год, Греция. В Дельфи статую открыли в святилище. Ее открыли в 130 году, а откопали в 19 веке. Смысл в том, что это вообще-то храм находился на горе. То есть, представьте, даже на горе какое количество грунта, как это все занесено. И то, о чем было известно, что оно существовало, в наше время это можно откопать. Потому что оно существует только под землей. Ну, на самом деле, таких чудес хватает. Та же Прага официально закопана на 7 метров. Говорят, в 13 веке закопали эти дома, чтобы выровнять уровень города и избежать наводнений. То есть, если это делать вручную, то объем работ превосходит даже объем по строительству египетских пирамид Хеопса, как минимум раза в 4. То есть, и когда смотришь на Прагу, говорят, ну, это специально закопали, да, специально навезли столько грунта, что там нужно было всей Европе работать многие годы. И что вот эти фотографии, это то, что они откапывают. То есть, откапывают, а под землей там 3 этажа. Ну, говорят, просто так закопали. И таких чудес хватает, потому что вот в Ливерпуле, говорят, был какой-то землевладелец, и он вроде строил туннели. Зачем он их строил, куда он их строил, непонятно. Строил или откапывал. Потом в 19 веке эти туннели забросали мусором, а вот в 20-м опять начали раскапывать. Обратите внимание, вот эти маленькие точечки внизу, вот это людишки. То есть, тут туннели метров по 10-20. Зачем их кто строил, когда, как их использовали, они их еще не все откопали.
Кто приложил столько усилий и ради чего, непонятно. Либо это древнее просто закопанное метро, либо древние какие-то города. Потому что погребенная под 6-метровым слоем грязи хорошо сохранившаяся часовня в мире Демре, Турция, которая. Ее впервые обнаружили в 2009 году, потому что ходили с георадаром и выявили кучу аномалий под землей, которые напоминали стены зданий и сооружений. Оказалось, это действительно так. Дело в том, что как было занесено это все грунтом, свидетельствует о том, что это произошло моментально. Не то, что там сотни тысяч лет кто-то что-то бросал. Нет, это моментально все было занесено грунтом, все это оказалось под землей и хорошо от этого и сохранилось. Потому что таких чудес хватает, потому что существуют даже целые подземные города. Вот подземный город Нашабад в Иране. Он находится на глубине 18 метров. Ученые считают, что вот люди прорыли его. А может, они его просто откопали. Может, они просто вернулись на свое место жительства и откопали то, что погибло в результате какого-то потопа. То есть, огромное количество известных подземных городов, вполне вероятно, что их, может, еще строили, когда они не были подземными, а потом просто откапывали. Таких чудес по всему миру хватает. Вот этот подземный город. Потому что, казалось бы, это все там мифы, легенды. Особенно много мифов на Ближнем Востоке, потому что существовало 5 городов в летописях, которые были упоминания найдены на глиняных табличках шумерских. И что они погибли вроде бы в результате потопа. Но нашлись те, кто решили проверить этот вымысел и легенды. И оказались, что эти города существуют. То есть, найдено было 3 города из 5 упоминавшихся: Ириду, Сипар, Шурупак. В ходе раскопок были обнаружены следы сильного наводнения, пресловутый потоп, о котором повествуют так называемые библейские тексты, на самом деле в том числе и шумерские тексты. Вообще тексты всех народов по всему миру, что были катастрофы, глобальные потопы, которые приводили к тому, что гибли цивилизации. Были они рукотворные, они от природы не зависят. То есть, это последствия войн прошлого. Обратите внимание, перед вами раскопки колоссальных статуй 19 века. Стояли они у ворот Нергала, древнего города. 2 крылатых мужчин-быков, которые охраняли один из входов. Так обратите внимание, они находятся под 10-метровым слоем грязи. Глины, песка, всего подряд. Вопрос, кто это культурный слой такой наносил-то? Никто, кроме потопа. Да, в наше время их откопали, вот они, пожалуйста. Так, когда-то это был вход в город, а теперь это многометровый слой грязи, и все просто смыто. И забросали этой грязью, глиной сверху или потопом. Это вопрос открытый, надо изучать. Тоже найдено 60 древних поселений с каменными домами под водой. Их обнаружили в Арабо-Персидском заливе. Датировали постройку 5500 годом до нашей эры. Тоже официально говорят, что Персидский залив, скорее всего, затопило 8 лет назад. Но получается, что все это не вымысел. То есть, все легенды о потопах, они существуют. То есть, кроме городов, которые оказались под глиной и песком, есть города, которые оказались просто под водой. Ну и видите, датировки все время разные. Где-то 500 лет, где-то 1000 лет. То есть, эти катастрофы повторяются. Это не одна катастрофа, а они разные. Вот, например, подводный Стоунхендж тоже был найден. В 2007 году профессор Марк Холли занимался подводной археологией в Западном колледже Мичигана. Нашел на дне озера Мичиган конструкцию из камней, которая образовала ровный круг диаметром 12 метров. Возраст конструкции был оценен примерно в 10 тысяч лет. На одном из камней был обнаружен мастодонт, родственник слона, вымерший тоже 10 тысяч лет назад. Что это за сооружение, ученые пока не разобрались. Они во многом чем не разобрались, потому что нам много раз утверждали, что никаких катастроф не было. Но тогда почему существуют вот такие вот примеры, когда дерево жестко вмонтировано в огромные слои грунта? То есть, если бы это было постепенно, дерево либо сгнило, либо превратилось в труху. Здесь же оно фактически зацементировалось. То есть, моментально пришел большой поток, накрыл полностью это дерево, оно превратилось фактически в камень в этом слое грунта, оно не стало ни трухлявым, ни сгорело. А теперь мы видим, пожалуйста, целые деревья, вмонтированные в скалы. То есть, такое может быть только при катастрофическом наводнении, сели и тому подобное. Об этом ученые молчат. Почему так происходит?
Ну, помните, повторение мать учения. Ставьте свое мнение в комментариях под видео, чтобы мы знали, куда дальше двигаться, продолжать ли подобные исследования. Все ссылки на используемые материалы есть в описании под видео. Нажмите кнопочку «Еще», оно откроется, в самом низу будет описание. В том числе будут конечные заставки видео, там тоже будут подобные видео по данной тематике. Переходите и смотрите. Также напоминаю, что у меня существует мой сайт, где я размещаю не просто информацию, те же мои статьи, в том числе и запрещенные на YouTube, но я открыл там и магазин. Магазин этот открыт для тех, кто хочет и может содействовать мне в моей же деятельности, для того, чтобы я свою деятельность продолжал. Но те, кто не может мне содействовать и опять же хочет это сделать сам или купить в другом месте, пожалуйста, но только перейдите в магазин и посмотрите, что должно быть у каждого человека. То есть у каждого человека должна быть не просто информация, например, о жизни, тот же славянский гороскоп, потому что там указано ваше предназначение на всю вашу жизнь. Если вы его не знаете, вы живете с широко закрытыми глазами. Но и то же самое, что, опять же, тот же Иван-чай. Это универсальная система снабжения организма витаминов. То есть царь всех растений. Иван-чай. Тот же ОВП-метр, без которого нельзя понимать, какую жидкость ты потребляешь, какую еду ты потребляешь. Опять же, этот магазин открыт и для тех, кому нужна помощь, кому нужна поддержка. То есть в том числе и техническая. Кто хочет получить уже проверенные приборы, получить гарантию от продавца. И все это будет готово просто к использованию. Не общаться с товарищами китайцами, а общаться с живыми людьми, которые вам помогут всегда. Дадут гарантию, если надо, заменят, хотя эти приборы так отработаны, что поломок фактически не бывает. А генератор живой воды, опять же, чтобы вы понимали, там вам нужно следить только за тем, чтобы была обычная работа. То есть была платиновая пластина, которая работает от электричества. И все. Опять же, та же амарантовая мука, это цветок бессмертия. Где вы возьмете, не принципиально, он должен быть у вас. Потому что там все основные аминокислоты. Почему амарант? Это цветок бессмертия. Он называется, он не просто так. То есть вы его можете сами вырастить, найти в своей области, пойти тот же Иван-чай собрать сами себе. Но это должно быть у вас. Потому что без этого нормальная жизнь, функционирование человека невозможно. То есть иван-чай это витамины, амарант это аминокислоты, тоже активное железо. Это ваши кровяные тельца, ваши, опять же, стволовые клетки, которые помогут восстановить ваш организм. То есть все, что собрано у меня в магазине, как раз нужно каждому человеку. Где вы это возьмете, не принципиально. Ну, принципиально о том, чтобы вы знали, понимали, как это работает, как это контролировать. Ну и приходите те, кто хотят и могут содействовать мне в моей же деятельности, для того, чтобы я ее продолжал, для того, чтобы сохранялась гармония во Вселенной. То есть вы получаете полезную информацию от меня, ну и я получаю тоже полезное от вас.